Из испанской тюрьмы освободился вор в законе Тариэл Аниани, известный в криминальных кругах как Таро, один из самых влиятельных воров в законе на всем постсоветском пространстве. Он отбывал срок за создание преступной группировки, занимавшейся отмыванием капиталов, полученных от преступной деятельности как в самой Европе, так и в России и странах бывшего СССР. Таро называют последним вором в законе старой школы. Он всегда соблюдал воровской кодекс и враждовал с другими лидерами преступного мира России. Его главные недруги, Аслан Усаян и Вячеслав Иваньков, в итоге погибли от пуль киллеров. Уроженец грузинского города Лентехи, Тариэл Аниани получил свой воровской титул еще в 1979 году. К концу 80-х годов под началом Таро оказалась кутаисская группировка, самая влиятельная в Грузии. Она насчитывала 50 воров в законе и почти 500 рядовых участников. А в 1989 году Аниани отправился покорять Москву. В столице он быстро получил влиятельного врага, легендарного вора в законе Вячеслава Иванькова. Произошло это потому, что в конфликте Япончика и вора в законе Ильи Симонии Таро поддержал своего земляка. Впрочем, несмотря на это, Маха с подачи Япончика все равно лишили воровского титула. Таро знал, что Япончик не простит ему поддержки противника и обязательно поквитается с ним, когда выйдет из колонии. Поэтому грузинский авторитет поспешил покинуть Россию, сделав это незаметно даже для правоохранительных органов. Таро обосновался сначала во Франции, а затем в Бельгии, причем повсюду активно использовал свои криминальные связи. Именно усилиями Таро в Европу хлынул поток контрабандной водки и вина со всего бывшего СССР. В Россию же люди Таро отправляли контейнеры с иностранными сигаретами и одеждой. Так вор в законе смог довольно быстро сколотить внушительный нелегальный капитал. Эти деньги позволяли его подручным в России брать под контроль торговые точки, а также подкупать сотрудников правоохранительных органов и суды. Но 22 февраля 1995 года сотрудники жандармерии Бельгии задержали Таро в Антверпене вместе с его ближайшим помощником Мерабом Джангвиладзе. Вскоре адвокаты криминального авторитета выяснили, что Таро имел неосторожность обсудить с Мерабом Сухумским поставку партии наркотиков в Москву по открытой связи. Оба вора в законе не догадывались, что их уже прослушивают бельгийские спецслужбы. Впрочем, на тот момент у Таро хватило денег, чтобы выйти под залог, а позже добиться прекращения уголовного преследования в отношении и себя, и Мераба Сухумского. Таро стал осторожнее, он начал уделять больше внимания конспирации и многие свои решения делегировал подручным. Чтобы выйти из-под колпака французских и бельгийских полицейских, вор в законе перебрался в Испанию, где приобрел роскошную виллу в одном из элитных районов Барселоны. Именно оттуда он управлял своей криминальной империей, следил за делами в России и организовывал коронации новых воров в законе в противовес сторонникам Япончика. Кроме того, в Испании Таро, вместе с нынешним лидером преступного мира России Захарием Калашовым, запустил бизнес по отмыванию теневых доходов, испанскую прачечную. Его активным клиентом стал главный вор в законе того времени, Аслан Усаян, который, несмотря на союз с Япончиком, на первое место ставил собственную выгоду. До 2005 года Таро жил, как типичный босс мафии из голливудских боевиков, и был весьма успешен в делах. Но тут к нему на виллу в рамках спецоперации «Оса» ворвались испанские полицейские при поддержке вертолетов и даже бронетранспортеров. Оперативники провели свыше 50 обысков в Барселоне, Аликанте и в ряде испанских курортов, задержали десятки подручных Таро, но самого грузинского вора в законе неожиданно упустили. Знакомые предупредили его о готовящейся спецоперации, и Таро успел покинуть Испанию. Вскоре Мадрид объявил его в розыск по обвинению в организации преступной группы и отмывании денег. Вскоре стало известно, что Таро получил российское гражданство и обратился к Грузии с просьбой лишить его статуса гражданина этой страны. Эта личность, как и все остальные, кто не может сменить образ жизни, кто не может жить по-другому, сделала правильный выбор, поняв, что не может вернуться в Грузию.
Незадолго до бегства из Европы у Таро произошел конфликт с дедом Хасаном из-за части испанской прачечной, которая принадлежала Шакра Молодому. Когда последнего арестовали в рамках спецоперации «Оса», дед Хасан решил забрать себе его бизнес по отмыванию денег. Но Таро заявил, что помогал Шакра создавать прачечную, а значит и бизнес теперь его. Фактически это стало началом войны между генералами преступного мира, Таро, с одной стороны, и деда Хасана вместе с поддержавшим его япончиком, с другой. Стороны обвинили друг друга в отходе от воровских понятий, а 14 апреля 2008 года дед Хасан и япончик собрали сходку в столичном казино «Кристалл» и лишили Таро воровского титула. Тот несколько месяцев спустя организовал ответную сходку на борту теплохода, курсировавшего по Пироговскому водохранилищу, и предложил своим оппонентам прибыть туда для разговора. Но дед Хасан и япончик смекнули, что ничем хорошим для них это не закончится, а потому не явились навстречу. Зато вместо них на теплоход прибыли сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Эффектную высадку спецназа на борт и последующую ловлю прыгнувших за борт авторитетов охотно демонстрировали все федеральные телеканалы. Полиция задержала более 50 участников сходки, включая Таро, но вскоре почти всех отпустила. Однако в 2009 году грузинский вор в законе все-таки оказался в руках правосудия. Его обвинили в похищении и вымогательстве денег у бизнесмена Джонни Монагадзе. Тот заявил, что его пытали в кафе, вымогали деньги и якобы делали это по указанию Таро. В итоге суд отправил вора в законе в СИЗО «Матросская тишина». Сторонники Таро были уверены, арест вора в законе – дело рук деда Хасана и япончика, а никаких доказательств вины грузина у правосудия на самом деле нет. Между тем, вскоре после того, как Таро попал за решетку, были убиты 4 вора в законе, которые поддерживали его противников. А 28 июля 2009 года киллер расстрелял и самого япончика, отдыхавшего в кафе на Хорошевском шоссе. И журналисты, и правоохранительные органы связали это покушение с делом Таро. Между тем, убийство вора в законе считается страшным проступком по меркам криминального мира. Поэтому некоторые криминальные авторитеты, которые совсем недавно поддерживали Таро, поспешили от него откреститься, а в СИЗО «Матросская тишина» пришел, подписанный 38 ворами в законе, прогон с требованием разделаться с грузином. По сути, это послание было смертным приговором для Таро. Но силовики успели вовремя перехватить прогон и спрятали Таро в одиночной камере. А в июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил вора в законе к 10 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство. Таро отправили в колонию особого режима «Черный дельфин», известную крайне суровыми условиями содержания. После этого у преступного мира России остался лишь один свободный лидер – дед Хасан, клан которого стал самым мощным в стране. Но 16 января 2013 года пришел и его черед. Киллер расстрелял вора в законе на выходе из столичного ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице, который многие годы был штаб-квартирой Хасана. Насчет того, кто именно мог заказать убийство криминального короля, сразу же появилось множество версий. Среди возможных заказчиков преступления называли и Таро. Но сам вор в законе категорически опроверг свою причастность к убийству деда Хасана и даже передал через адвоката специальное заявление об этом. После гибели деда Хасана Таро остался последним выжившим из троицы криминальных генералов. Отбывая наказание в «Черном дельфине», он, как и подобает вору в законе, не соблюдал тюремные правила и допустил 253 нарушения, за что 8 раз попадал в штрафной изолятор и дважды в карцер. После выхода на свободу многие предрекали Таро место нового лидера преступного мира России. Учитывая, что действующий лидер Шакра Молодой в марте 2018 года получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство, шансы занять криминальный трон у Таро действительно были. Он сам через своего адвоката Александра Кабаидзе сообщал о планах улететь в Турцию после освобождения.
Тариэл отбыл наказание в России, и подтверждаю, что он приедет в Турцию, в Стамбул. Россия установила ограничения не только для него, но и для воров в законе в целом. По моей информации, он пока что собирается жить в Турции. Он не является гражданином Грузии. Освобождение Таро с ужасом ждали и его враги, которых вор в законе мог призвать к ответу за вынесенный ему смертный приговор в матросской тишине. Силовики, судя по всему, тоже понимали, что серьезных разборок не избежать, а потому решили сыграть на опережение. В 2018 году глава МВД Владимир Колокольцев лично подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России. Полгода спустя, в октябре 2019 года, Таро освободили на 2 месяца раньше срока, и 23 октября вор в законе покинул территорию страны. Экстрадиция осужденного в Испанию препятствовала наличию у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства России. В Испании Таро грозило 8,5 года тюрьмы и штраф в размере 50 миллионов евро за преступления из прошлого. Но 1 апреля 2020 года судья Национальной судебной палаты Испании Мария Риера приговорила криминального авторитета к 4 годам колонии и штрафу в 36 тысяч евро за участие в преступной группе. Отбывать срок Таро отправился в тюрьму Сота-дель-Реаль, расположенную в живописной местности среди гор. Находясь в испанской тюрьме, Таро продолжал вести дела и расширять свое влияние в преступном мире не только России, но и всех стран бывшего СССР. В частности, именно с его участием связывали возвышение в Белоруссии вора в законе Павла Алексеевича, который потеснил прежнего лидера белорусского криминала Александра Кушнырова, ставленника деда Хасана. А 8 октября из Испании пришли неожиданные вести: 63-летний Таро освободился из местной тюрьмы на 2 года раньше положенного срока и убыл в неизвестном направлении. По данным источников в правоохранительных органах, появление Таро стоит ждать в одной из балканских стран, вероятно в Сербии или Черногории. От Таро будут ждать активных шагов, в первую очередь, в отношении тех участников клана деда Хасана, которые вынесли ему в 2009 году заочный смертный приговор якобы за причастность к покушению на Япончика. По словам Виктории Гефтер, в свое время подобных решительных действий ждали от ближайшего подручного Таро Мираба Сухумского. Но он так и не заступился за своего босса, что стало поводом для едких выпадов в его сторону от Шакра Молодого. Но Шакра в принципе всегда недолюбливал Мираба, в отличие от Таро, которого уважает. Из воров, сопоставимых с Таро, есть 3 человека: Мираб Сухумский, Шакра Молодой и Лаша Шушинашвили. Учитывая, что 2 последних не на свободе, сдерживать напор Таро и Мираба пока некому. Единственная возможность их одолеть – поссорить друг с другом. Сегодня Таро возглавляет авторитетнейший сухумский воровской клан. Раньше его участников сплачивала вражда с кланом деда Хасана, которая осталась в прошлом. Это повышает шансы на внутренние конфликты. Тем более, что войны с внешними врагами сухумцам, судя по всему, ждать не стоит. Как рассказал источник в правоохранительных органах, шанс на то, что Таро станет сводить старые счеты с теми, кто подписал ему смертный приговор после убийства Япончика, невелик. Многие из его прежних врагов или оказались за решеткой, или находятся в бегах из-за обвинений по антиворовской статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», Уголовный кодекс Российской Федерации. В 63 года не просто доказывать, молодым и амбициозным, что ты по-прежнему вожак. На воле Таро будет сложнее, чем в тюрьме, где он был под защитой стен, охраны и нагреве криминального сообщества. По словам источника, не исключено, что некоторые из былых врагов Таро могут сами попытаться примириться с ним. А самому грузинскому авторитету на первых порах после освобождения будет куда важнее не вендетта, а укрепление своих позиций.
и лишь после этого Таро может перейти к мести, если, конечно, вновь не окажется за решеткой. Ведь при всем его весе по ту сторону закона, человеку с такой биографией вряд ли обрадуются власти хоть одной страны мира.